Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Geek Media, и сегодня с вами Рома, Дима, Женя, Паша. И мы сегодня собрались по важному поводу. Мы хотим рассказать вам про топ наших игр, любимых, лучших, поигранных, но не за все времена, а мы берем в качестве временного промежутка 2025 год. То есть игры, поигранные в 2025 году, какие-то запомнились, понравились, отложились в памяти. И, ввиду того, что мы играем много-много, то, соответственно, есть из чего выбрать топ. И вот про этот топ мы сегодня хотим рассказать. Ну и так как нас четверо, то и топ у нас будет 5, а не 10. Коротенький топ. От каждого по 5 игр, такой блиц. Блиц. Нас обрезали. Часика на 2. Ну, как пойдет. На самом деле, мы будем стараться покороче. Короче никогда не получается. Получается длинно. В общем, смотрите. Даже 5 игр нам было выбрать сложно. Да, хотелось бы побольше. Важно сказать, по какому принципу ты, Паша, выбирал свои игры для этого топа? А ты? Здрасте. Вот так. Вопросом на вопрос? У меня неожиданная схема, которую я хотел вам презентовать вот именно сейчас. Так вот, отвечая на Пашин вопрос, я лично выбрал эти игры для своего топа, исходя из тех эмоций, которые эти игры мне дали. Так. То есть это игры, которые дали мне максимально положительные эмоции и каким-то образом сильно мне запомнились за прошедший год. Это могут быть новые игры, могут быть старые игры, в которых я 100 раз уже играл, но вот в этот раз она как-то по-другому раскрылась и, в общем, попала в топ. Да, все так. У меня примерно так же. Женя, видимо, так же. А Ром, у тебя что-то? У меня было, когда я играл в игру, и был какой-то дзынь в процессе. Это кланг. Дзынь. Это там брям или как там? Дзынь. Там бдзынь. А здесь должен быть, в мультике или фильме, я не помню, какой он был. Там про любовь, по-моему, говорили, должен быть дзынь, да? Вот у меня в процессе партии что-нибудь такое возникало, что запомнилось, и при мысли о том, какие игры отбирать в топ, они, естественно, возникали эти игры первыми, да? Потом уже через них пришлось, к сожалению, часть отбросить. И ввиду того, что топ все-таки очень коротенький, 5, а не 10, то, я так понимаю, много чего не вошло, вспомнилось многое, а все мы назвать не можем. Поэтому мы решили еще дополнительно что-то такое порассказать. Коротенечко перечислить. Да. То, что не влезло в десятку. То, что не влезло в пятерочку, но влезло в десяточку. Или в двенашечку, или у кого как. Дима, у тебя сколько не влезло? Пяток как раз и не вошел. У меня примерно тоже был 5, но я все-таки сократил до 3. У тебя сколько? Я еще расскажу. Да, я понял. У меня было, наверное, претендентов штук 50, но так как от меня ждут кое-чего, я этого кое-чего не дам. Это все и выкинул, да? Да. Из вредности. Это колдострой, что ли? Нет, колдострой. Нет. Колдострой все в топе. В общем, наверное, спойлер, да, но триктекеров у меня не будет. Неожиданно. Я, кстати, очень ожидаю от нашего сегодняшнего топа, что у нас они прям будут разные. Не будут пересечений. Я прям уверен, да, не будет. Я тоже так думаю. А может быть, загадаем? Поставим? Но я зато точно знаю одну игру у Димы. Я надеялся, что у нас в этом случае будет пересечение, но, видимо, нет, поэтому я голосую за то, что пересечение будет 0. Я тоже считаю, что 0. И общение будут очень разные. Нет, все-таки парочка, наверное, мне кажется, должна быть. Давай. Хотя 5... 0, 0, 2, 5, 0, 1. 0 тоже 0. Просто 3-0, 1-2, да? Хорошо. Просто... Понятно. Ну что, начнем с меня? Понятно. Да, давайте. И мы начинаем. Итак, игры, не вошедшие в топ от меня. Хочу отметить 3 игры, уже прошедшего того года. Это, во-первых, не стареющая классика абстрактных игр. Это Каскадия. До сих пор в сердечке. До сих пор раскладывается у меня дома на столе. До сих пор получаю огромное удовольствие от этой игры. Несмотря на то, что выходило много других игр, также Гармония. Очень многих подвигала Каскадия. Но у нас в семье до сих пор Каскадия прям любовь. Вторая игра, которую хотел бы отметить, это «Смешанный лес». На мое удивление, почему-то, мне кажется, в России она не очень зашла. Ты чего, мне прям... Да. Но мне она очень понравилась. У жены это прям теперь вообще любовь. Серьезно? Да, она прям с удовольствием со мной играет, с подругой играет. Очень приятная карточная семейная игра, из которой мне очень понравилась фраза, я ее сегодня сам себе придумал. Мы из картона обратно делаем деревья. Класс.
И третья игра, у которой вот прям был достаточно сильный бдзинь или дзинь во время моей первой партии. Я очень долго думал ставить ее все-таки в топ, но ее потом подвинула игра, которую мы относительно недавно начали дома тоже играть. И я сейчас говорю про Panda Royal. Это такое... Кубометное что-то. Кубометно-азартно-монструозная игрушечка, филлер Roll and Ride, в котором огромное количество кубов, играется на много человек, очень азартно, быстро, классно, прям в сердечко тоже зашла и очень подходит как гейтвей. То есть ее можно всегда с собой взять и презентовать большому количеству людей, легко объясняется, людям нравится, кубики красиво кидаем, очень классно. Но в топ-5 все-таки она не попала. Все-таки не попала, Я ее что-то думал, подвинула что другая попадет. игра. Даже так, ну послушаем. Я перебью, Дим. А это считается же в пересечении? Нет. Сорвалось? Ну ладно. У меня из игр, которые не вошли в топ, во-первых, это парочка игр моих любимых карточных. Это Earthborn Rangers и Ужас Аркхема, карточная игра. Почему я их добавил в сегодняшний топ, не вошедшие, тем не менее? Потому что я в этом году закончил две кампании. Одну кампанию вот по Earthborn Rangers, в прошлом году, 25-м. Одну кампанию по Earthborn Rangers и одну кампанию по карточному ужасу Аркхема по циклу сценариев «Нарушенный круг». Вот. Это игры, которые я обожаю, но из-за того, что вот с года в год я играю в эти игры, я их не стал прямо в топ включать, но обязательно решил о них рассказать вот в этом вступлении. Вторая позиция, которая не вошла, это склад Уилмота. Очень странная игра. Почему, опять же, она в топ не зашла? Потому что я вижу реакцию других игроков, моих друзей, и там прям 50 на 50. Кому-то очень заходит, а кому-то вообще не заходит. И поэтому я немножко так вот сомневаюсь в своих чувствах по отношению к этой игре. Но лично я считаю, что это очень своеобразная такая игра. Если вы хотите удивить настольщика, который поиграл во многое, покажите ему склад Уилмота. Скорее всего, похожее вряд ли он играл. И третье, о чем я хотел рассказать, это две игры, которые раскрылись для меня не так давно. Мне давно говорили про то, что это шикарные и прекрасные игры. И вот в ушедшем году я в очередной раз убедился, что Немезида и Detective City of Angels — это две шикарные игры. И я вот сейчас начал немножко понимать, что у меня у самого складывается некий такой список игр, которые, если вдруг я уйду на настольную пенсию, я буду у меня будет некий такой список, в который я буду готов играть в любой момент, когда меня позовут за стол. И вот Немезида и Detective City of Angels обязательно входят в этот список. Но это весь мой такой Ты меня прям Немезидой удивил. Да, я тоже, кстати, я тебя никогда за ним не видел. Я наиграл уже 3 партии, Да. я поиграл... О, офигеть! Слушай, для нас это много. Я думаю, что ты все-таки... Даже 4, Я потому очень что не люблю Немезиду, я сыграл 3 партии. последнюю я еще сыграл в новую версию. Пока еще для меня остается больше в фаворитах предыдущая версия, но тем не менее для меня это топ. Слушай, а карточный ужас Аркхема ты реально переигрываешь? Вот прям готов переигрывать его? А что значит переигрывать? Там столько этих... Не, это в комбинации, да, все, но история-то уже известна, в принципе, там все понятно, все, что происходит. Да нет, это новый цикл сценариев, нарушенный круг, до которого Не, у меня... я понял, я имею в виду, ну а ты готов переигрывать старые сценарии? Вот ты говоришь, можно переигрывать, или нет, или ты все-таки не переигрываешь? Ты играешь сценарий один раз и... Недавно в каком-то обзоре я говорил, что я отношусь к такому счастливому типу людей, у которых память устроена таким образом, Класс! что мне через месяц можно Класс! играть в ту же самую игру, я буду играть в нее как заново, поэтому переигрывать в эти игры я могу хоть каждый Я месяц. люблю так старые фильмы пересматривать. Лет 10 не смотрел, и все, какой первый раз. И поэтому я могу с легкостью спросить у тебя, а у тебя что, Паша, не вошло в твой топ?
Я очень странно составил свой топ. Дело в том, что я так и не смог справиться с вариантом, как там сравнивать пати-геймы с какими-нибудь Амери огромными приключениями. И ориентируясь как бы на нашу любимую премию Geekmedia, где это нужно делать всего в одной категории в отечественных играх, а во всех остальных ты чисто сравниваешь евро с евро, Амери с Амери, я сделал очень странный. Ну, у тебя категория-то там продвинутая, это не обязательно евро там быть. Может быть. Да, хорошо. О чем наши зрители да. обязательно напишут в комментариях. В общем, в результате я сделал такой любопытный топ. Я не знаю, это как бы первый опыт. Сейчас попробуем, что из этого получится. Я никому об этом не сказал. Я как бы говорю вот об этом вот прямо сейчас здесь первый раз на съемке. Значит, я собирал по категориям игры, значит, у меня, соответственно, там 5-е место, 4-е, 3-е, это игры какой-то категории, это пати, семеечки там, ну и вот и так далее. И, соответственно, в каждой категории у меня будет шорт-лист, я буду называть там 2-3 игры, и ту одну, которую я считаю как бы главной в этой категории. Вот он хитрый. То есть Выпендрился? Нет, у меня получится 5 крошечных топчиков. Конечно. 5 крошечных топчиков. Нет, и потом вот эти вот 5 мест, это на самом деле то, как я сам для себя, внутри себя, ранжирую вот эти категории. Что я ставлю выше? Евро или Амери? Там пати или семейки? Семейки или там... Ну, мы поняли, как ты к нам относишься. Нет, это... Как мы будем выглядеть на твоем фоне, вот в таком вот? Отныне предлагаю величать Павла Павел хитрожопый. Я согласен. Единогласно. Единогласно. Я просто хотел вам сюрприз сделать. Да, очень хороший сюрприз. Супер. Да? Да. Все, говори, что у тебя не вошло в топ. Я говорил, что у меня не будет триков, но я не говорил, что у меня не будет колдостроя, и я не говорил, что у меня не будет карточных игр. Короче, у меня скорее 20-очка там уже очень, очень плотная, а 5-ка это прям вообще какой-то... Плотная 20-очка? Ну, если взять с триками, то там и 30-очка. Что-то из 20-очки вываливается, да, чуть-чуть. Я был очень сильно удивлен, что меня может заинтересовать детективы. Я вообще не люблю детективы, меня это вообще никак не интересует. Вот это вот пласт, хотя нет, есть одна... Как человеку могут детективы... не нравиться детективы? Ну вот это сидеть, разгадывать вот эти как вот... Хорошо, что мы все такие этот разные. приехал вот сюда, вот там... Это же клево! Вот! Я раньше этого не понимал. Паблик. Понял. Мы играли в перспективы, и меня это прям очень втянуло. Ну, во-первых, была компания хорошая, та, которая была заинтересована в том, чтобы поиграть. Мы что-то там расследовали, у нас все складывалось, и у нас все прекрасно, все сложилось. И поэтому я был прям очень удивлен, и она у меня зашла в 10-очку, которая не 10-очка. Понятно. Туда же у меня заскочил Кланк. Это Кланк Катакомбы. Ну, и я его сюда засунул лишь только по той причине, что я поиграл в Кланк с дополнением чертоги и еще что-то там. Это все меняет? Нет, ну она как будто бы новые оттеночки там заиграли, там можно чистить колоду стало, то есть какие-то... Женя, это колдострой, это должно было быть в твоем топе 5. Почему оно выпало из топа 5? Ну потому что там есть еще что-то... Ух ты, неожиданно. Ну, вот тебе и неожиданно. Мне очень понравился Eternal Desk. Это не трик, это скорее пасьянс. Вы раскладываете карточки, выполняете заданички. Это просто бомба. Во-первых, кстати, за рубежом прям тоже восторг. Я был в очень большом восторге. Но оформлено очень странно. А мне вот это оформление... Я не говорю, что оно плохое, я говорю странное. Мне зашло и оформление, и сама игра. Мне нравится вот... У нас есть крю, где вы там что-то там с помощью триков решаете что-то. И здесь тоже, ну, это больше скорее пасьянс, чем... Крю это ты экипаж имеешь? Ну да. Чувак из какой-то другой страны приехал. Крю, говорит. Хрю. Вот тут бы свинья. Это просто экипаж. Он просто говорил про экипаж. Про экипаж я говорил. Ну, точнее, не про экипаж, а про Eternal Desk. Да. Ладно. Дальше у меня игрушечка, она совсем небольшая, она на удачу. Она называется Ten. И у вас в
колода карт, из которой вы будете тянуть карточки, и у вас должна быть в сумме не больше 10, там 10, но не больше. Когда мне сказали, что это игра на удачу, вы будете вот так вот тянуть. Push your luck. Push your luck, удачу. Да. Да. И когда мне сказали, что это игра на удачу, я такой сказал, нафиг нужно. Мне сказали, там же есть, еще ты с рынка можешь докупать карточки. А тогда давайте. А еще там есть монетки, которые убирают суммы вытянутых карт, и ты можешь еще и монетки, вместо монеток взять либо карточки, либо монетки. Я такой, так, секундочку, а это разве такая тупая игра? Она оказалась вообще не тупая, и она у меня быстренько заскочила в топ-10 100%. Да, на этом, наверное, хватит. Отлично. Ладно, нет. Давай еще одну. На самом деле, у ребят в предыдущем топе у Сашки была в десятке Cosmic Hunters. Это по Марвелу. Вы собираете комиксы, и там в одной игре 3 игры. И, на мой взгляд, меня эта игра, наверное, удивила больше всего, наверное, за этот год. Но жалко, что она в 5 не вошла. Вот такая у меня 5, которая... Хорошая 5. Которая не вошла в 5. Которая не вошла в 5. Какая-то глупая у нас вот это вся... Это нормально. В топ-10 обычно, а тут топ-5. Нормально. Да. Ну вот, ты любишь новшество, мы сделали новшество. Да, это свежее веяние, свежее дыхание. Он, правда, не очень блиц у нас пока получается, но все равно хорошо. Ну, вот мы и рассказали об играх, которые не вошли в наш топ-5, но вошли в наш топ-10. А теперь пора приступать к самому сладкому. И мы по очереди, начиная с 5 места, начнем вам рассказывать. 5 место. Начнем с меня. 5 место как раз игра, которую меня вытеснила Panda Royal. Вот, она у меня какое-то время дома лежала. И вот, наконец, у нас до нее добрались руки. И это Ticket to Ride наследие Дикий Запад. Класс. Вот, такая вот. Очень приятные впечатления. Меня дома очень любят вообще всю серию «Билет на поезд». Но почему-то вот до наследия у нас никак руки не доходили. И вот, наконец, мы начали кампанию, очень успешно ее проходим, практически уже полностью закончили. Мне очень нравится, что тебе рассказывается такая история, без перегруженных особенно текстов много. Естественно, ощущается боль от всего, что связано с механикой наследия. Вот, будем клеить, будем портить карты. Вы, кстати, играли? Да. Я не доиграл до конца, я хотел у тебя как раз спросить, после того, как ты ее проиграл полностью, ее можно дальше играть просто? Ты на том, что ты создал, да. Ты это можешь уже играть. Ну, у тебя получается хорошо. Уникальное поле вот так. Да, понятно, на котором ты можешь играть долго. Думал, спойлернуть что-нибудь или нет, но все-таки решил спойлернуть. Потому что у меня такие во время начала всего вот этой кампании такое очень ностальгическое воспоминание сразу возникло из моего детства еще Советского Союза. Когда Может билеты быть, у вас пробивали? тоже. Именно. Я Что так и подумал. еще даже в детских магазинах были игрушки, типа «Почувствуй себя кондуктором». И вот там была хрень, которую ты пробиваешь. Это не сильный спойлер, он там достаточно быстро Да. появляется. Вот у вас там поэтому дадут вот эту штуку, блин, и вы не рвать карты будете, вы в них дырки делать в будете. первых же партиях дырявить. Вот первая дырка дается прям очень тяжело. Прям вот я сидел, а потом во вкус ходишь. Разрыв сердца. Вот. Итак, 5 место. Ticket to Ride наследие. Дикий Запад. Да, игрушка, безусловно, дорогая. Но цену, я думаю, мы пока не рассматриваем в нашем топе. Очень приятное впечатление. Рекомендую всем любителям данной серии настольных игр. Получите большое удовольствие. Да, игра отличная. Мое 5 место — «Война кольца», карточная игра, которая мне зашла еще, наверное, года 2 назад, когда она только вышла, только появилась. Потом появилось первое дополнение, которое позволяет в том числе и соло играть. Я, правда, совсем чуть-чуть попробовал. Но в этом году мы умудрились сделать невероятное. Мы собрались в 6. Огонь. Представляете себе, 6 прожженных таких задротов собрались играть в очень классную, умную игру по моему любимому лору. Игрушка
показала себя в очередной раз со всех своих лучших сторон. На самом деле ничего невообразимого не произошло. Никаких новых механик не появилось, никаких новых ощущений не появилось. Но вот эта эпичность происходящего, когда вы играете в одну хорошую умную игру 3 на 3, и вот эта вот жутко даже больная механика, на этот раз механика, связанная с тем, что для того, чтобы разыграть уникальную и карту, а там все карты уникальные, тебе нужно сбросить другую уникальную карту. Это одновременно больно и кайфово. Вот. И да, я для себя понял, что «Война кольца» карточная игра — это одна из тех игр, которая надолго запала мне в душу. И не исключено, что из года в год будет в мой топчик попадать. В этом году тоже там оказалось, я думаю, заслуженно. Я запомню. Ну, все вот такие вот игры, которые на 6 человек, они настолько эпичны, это правда, когда собирается большой коллектив за столом, и когда вы не по-быстренькому сыграли, что 10-минутный какой-нибудь филлер, а когда вы играете, сидите долго, там, часа 2-3, что-то такое, да, конечно. Да, я эту фразу не зря сказал, что мы совершили невероятное. В принципе, собрать 6 человек-то ладно, но собрать 6 человек, которые по-настоящему разбираются в этой игре, учитывая то, что все жутко заняты, и мы договаривались, наверное, за месяц заранее. Звезды все сошлись. И чекались каждую неделю, все ли в силе, все ли бредут. Вот, у нас получилось, и нам понравилось. Отличная история. У меня, кстати, вот тоже вот это вот ощущение, когда вот так собираешься, да, вот у меня одни из главных воспоминаний тоже в жизни — это «Остров духов» на 6. Это вот тоже собрать 6 человек, которые Сколько любят. часов вы играли? Ну так и много, 4,5. Это немного. Это немного. Для «Острова духов» на 6 это вообще, считайте. Все, видимо, хорошо знали игру. Паш, чего у тебя на 5? У меня на 5 месте пати-геймы. Ого. Мы? Да, у тебя же там это. Да, у меня на 5 месте пати-геймы. И мой шорт-лист вот для пати-геймов — это Телестрейшн. Есть такая игра Fiesta, которая некоторым образом клон Телестрейшна. И еще пара игрушек, которые не похожи на Телестрейшн. Это нейрогонки и ключевые слова. Вот. Я бы, наверное, конечно, поставил на первое место нейрогонки, может быть, но дело в том, что она уже прям как-то... Надоело. Ну, прям мы переиграли в нее. Она офигительная, она мне очень нравится. Ее очень сложно купить. Вот, поэтому... Могу дать. Что? У меня есть, я могу дать. Я с большим трудом купил с рук бэушную игру из Дубны, она мне ехала. Женя Кочергинский мне ее там вез через человека. Там, ой, ну, это очень целая история была, но неважно. В общем, в результате я все-таки на первое место поставлю ключевые слова. Это игра, которая, ну вот, крошечная коробочка, ее можно взять с собой в дорогу, в нее можно играть в купе на столе, значит, ну вот она везде, где угодно помещается, на партию нужно немного времени, она всегда рождает отличные эмоции, карточки со словами всегда можно заменить на что-нибудь. Если вы уже наиграли там эти слова по миллиону раз, можно заменить на другие слова, можно вытащить из какого-нибудь из кодовых имен карточки там со словами, и можно играть, не переставая. В общем, отличный пати-гейм, и я не знаю, сколько партий я сыграл в 25 году в него, ну, я не знаю, ну, наверное, партий 50 точно, может быть, больше. Отличная игрушка. У меня на 5 месте игра, которую уже сегодня называли. Ее называл Ромка. Но так как она не влезла в 5, но влезла в 10, а мы как-то говорили про 5. В общем, пересечением это не считается. Да. В общем, это... Панда Роял. Да. Ну, Ром уже, собственно говоря, все про нее практически рассказал. Она как-то залетела очень быстро, мгновенно и просто таскалась из одной тусовки в другую, и доставали ее и на 10 человек играли, Господи упаси, больше никогда в жизни. Смотри, тоже запомнилось на большое количество. Это просто ужас какой-то. 10 человек, ну там не надо никого подготавливать. Правила рассказываются мгновенно, и, собственно говоря, они у тебя все... Да они даже не рассказываются. Там садишься, даешь человеку кубик, кидай. Он кидает. У тебя на карточке написано, бери, что надо. Кидай 2. Запиши. Ну, в общем, очень азартная и
но через какое-то время она уже из азартной переходит в стратегическую. Как какой всегда. карточки, какой там кубик забрать, там или еще что-то такое. Это прям... А выиграть только на красных кубах, это вообще труба. Зато Когда какой кайф. когда ты бросаешь, и у тебя выпадает там... Что-то много черненького. 260 очков у тебя выпало, и такой... я за игру столько не набрал. Ну, в общем, это круто. Очень азартно. Панда Роял, 5-е место от меня. И мы плавно переходим к 4-му месту. 4-е место. Эта игра тоже имеет некую историю. Ну, точнее, как... Она ко мне пришла, я ее отпустил, а потом мы в нее поиграли, и мы играли настолько азартно, что, грубо говоря, за столом там чуть ли не пересрались, потому что в ней нужно немножко друг другу гадить, а это не всегда приятно, ну, точнее, не всем приятно. Ну, там не такой уж сильный, как будто бы срач, но как будто бы немножко так. Эта игра называется «За корону». Это, Ты ее отпустил? Это в смысле... ну, ко мне коробка пришла, я ее отпустил, потом через какое-то время я решил, что эта коробка точно должна быть у меня в коллекции, потому что мне очень нравятся игры, в которых... Colt Express мы подготавливаем карточки на целый раунд, а потом эти карточки открываются, и ты не всегда получаешь то, что ты хотел, потому что некие оппоненты могут тебе что-то поменять. Ну, скорее даже могут все поменять в твоих планах. Ты хотел хорошее, а получил не очень. Поэтому вот этот вот эта механика... Сбор общей колоды? Да, мне очень нравится. Во-первых, они быстрые, потому что это вы не сидите вот так вот, сидите и там один сыграл, сидит второй, все, подготовили, все, один раздал, все отыграли. 4-е место. Это вот то, что называется любовь не с первого взгляда, да? То есть вот она пришла, он чего-то, они присматривались друг к другу. Разошлись, а потом он понял, что без нее не может. Он не может без нее жить, да, и вот это Ты понимаешь, очень романтично. с первого Жень. взгляда на нее ты, ну как будто бы, ну не веришь в то, что там вот в этой игре есть столько азарта и... Ну рыжая, да, она. А там посмотрел, рыженькая, М, озорная. ну, ты 4-е место, слазь, Ты, Женя. кстати, прям хорошо эту игру характеризовал. Она вот действительно такая. Да. Все так. Хорошая игра, отличная. Мне тоже очень понравилась. За корону мое 4-е место. Передаю вам. Не вам, а нам. Передаю вам. А Благодарю. вот вам еще и лампочка, вот, например. Не, лампочку нам не надо. Хорошо. У меня 4-е место. Это евро средней такой сложности. Медитативно приятное, скажем так. Это экспедиция «Морские глубины». Что мне в ней понравилось? Мне вообще очень близки, интересны темы игр, связанные с океаном, поэтому как бы на эту игру я не мог не обратить внимания. И основной аспект этой игры, который часто у меня даже портит в ней партии, потому что я углубляюсь именно в него, это исследование океана. Да? Там есть такое действие, как гидролокация. У вас есть стопочками глубина океана. Вот ты берешь, выбираешь эту карту и пристраиваешь к своему океану. И он у тебя такой квадратиком растет. И с каждой глубиной он меняется. И вот у тебя вот эта картина исследования океана, каждую игру выстраивается новая. И там картинки очень красивые, там животные, там тона цветов классные. Мне очень нравится, как выстраивается вот этот... Именно лично для меня есть ощущение действительно исследования океана. Это первый момент. И второй момент в игре мне нравится, это как бы евро. Соответственно, у нас там есть действия. Действия мы получаем размещением специальных дисков. Вот мне очень нравится там, что надо планировать не только, куда вы разместите диски, но и то, какие вы действия от этих дисков освободите, чтобы туда все-таки диск разместить. То есть она такая двухуровневая, параллельная. Ага, ну понятно, да. Вот, Ну, тебе можно надо сказать, двух- да, двуслойная Да, какая-то, двухслойная игра. Вот. Опять-таки наличие различных сценариев в игре, которые меняют себе частично и правила, и цели, делают игру разнообразнее. Оформление классное, очень приятные цвета. Опять-таки деревяшечки все, принты.
Сходу залетело и мне, и моим знакомым, и домашним. Поэтому 4 место — «Экспедиция. Морские глубины». Рекомендую. Мне она тоже понравилась по красоте. Настоятельно рекомендую посмотреть, как я ее сфотографировал там. Обязательно. Почему так получилось, что тебе нравятся игры про океан? Это откуда? Я не знаю. Ты Вот знаешь, подводные города, я помню, да, тебе я вот со нравились временем там? стал замечать, что я Слушай. действительно как бы замечаю игры, связанные с океаном. Причем никаких подводников, Может, ты моряков. не там тем занимаешься в жизни, Может Ром? быть, может быть. Может, надо как-то акваланг прям с ластами Не прыгнул. уверен, не уверен. Неудобно там... На столочке играть? Да. Мокрое все Мокрое. там, да? Я раньше, когда еще там, уже побольше, да, я любил нырять. И стал замечать, что когда я достаточно глубоко ныряю, у меня кровь начинает тянуться. Поэтому все-таки, наверное, водолаз — это не мое. Это тебя океан звал к себе, ты просто не понял. Он хотел сказать, что мы с тобой одной крови. Красава! Паша, Нормально поддел. Я, наверное, не соглашусь с тобой, Ну-ка. потому что глубоководники, прежде чем подняться, они сидят в барокамере Да, иначе долгое время. кессонная Да. болезнь, и все плохо. Поэтому в барокамере либо целоваться, либо там А на настолку с столке собой играть. взять классно. Совсем скоро мы Рому не увидим. Рома куда-то пристроится в Тихий океан, Марианскую впадину исследовать. Дим, давай прекращать это. Давай 4 место от тебя. 4 место от Димы. Будем надеяться, не глубоководное. Мое 4 место, я сейчас поймал себя на мысли, что мое 4 место — это тоже евроигра, в которой у вас вниз что-то выстраивается. Но в отличие от Ромкиной игры, большинство моих знакомых сходятся во мнении, что игра некрасивая. И то, что у вас выстраивается, некрасивое. И вообще, на самом деле, игра неказистая. И сеттинг у нее непонятный. И механики примитивные. Но это такой уголок настольного задротства. Такой, понимаете? Это такая... Вот оно счастье. Это такая жемчужина, которую я для себя откопал. То есть при Вот всех... это презентация. При всех вот этих вот каких-то странных вещах эта игра очень высоко в рейтинге на БГГ. Эта игра называется «Обольщение». Игра про викторианскую эпоху. Отличная, да. И я тоже похвалю себя, значит, придумал прекрасную фразу, когда готовил обзор к дополнениям к этой игре. Это игра, в которой вы боретесь не с драконом или зомби, или с каким-нибудь рыцарем. Ваш босс-файт — это напоить тещу хорошим английским чаем. Вот. И когда вы играете за столом, у вас происходит вот эта вот викторианская магия такая, когда что-то где-то какие-то балы, что-то вы там чаек пьете, тут вы шары гоняете по травке, тут вы пытаетесь своих детей поженить, выгодно выдать замуж и, значит, на каких-то там богатой семье. И все это приправлено, в смысле заправлено в такую довольно классическую евроигру, где вы пытаетесь... Еще и офигительно оформлено как бы. Ну да. Оформление спорное, то есть там, в принципе, Ну, да, мне нравится. оно достаточно аскетичное все, но со всеми вот этими не фотографиями, всеми изображениями вот этих вот господ, вот этих джентри, которые в те времена жили, у них у всех какая-то своя история есть. Там достаточно много юмора, классно, что она появилась на русском языке, потому что когда ты на английском играешь, ты в юмор не вникаешь, а здесь при переводе вы можете почитать, похихикать над тем, как представлены все эти гости, потому что удивительно, автор этой игры, он американец, но поскольку вся эта история рассказывается про викторианскую Англию, англичане американцев недолюбливали. И все американцы в этой игре, они все дают минусовые очки. Ну, такие какие-то мошенники-то, жулики какие-то там, в общем, люди, которые не очень уважаемые. И мы тут поиграли еще с разными дополнениями. Они ни в коем случае игру сильно не усложняют, но добавляют очень много новых интересных вещей. И это одна из тех историй, когда автор игры настолько любит свою игру, что он под нее сделал свое издательство. Сам все нарисовал, сам все придумал, все эти механики. Не стесняется писать на сайтах и везде о том, для кого эта игра не подойдет и чем она плоха, и чем она может не понравиться. Вот это супер. И на самом деле, я говорю, это такой вот, ты чувствуешь свою какую-то вовлеченность в какой-то такой узкий
элитарный клуб людей, которые ценят вот такие вот немножко невзрачные, но вкусные настольные игры. Поэтому не мог не включить ее в топчик, потому что в этом году поиграл в нее в разных компаниях, с разным составом, с разными людьми. Большинству зашло, я бы даже сказал, практически всем зашло. Вот. Но, может быть, те, которые прям там очень большие ценители там, сложных евроигр, для них она покажется слишком легковесной, такой поверхностной. Но она классная, и я думаю, что не зря в моем топе оказалась. Что-то, мне кажется, ты несправедливо ее закритиковал во многих местах. И там и механики что-то не то, и оформление что-то не то. У нас же сейчас не обзор. Я в нее играл первый раз, когда она только вышла. Когда-то это было, я не помню сколько, 4 года назад, да, когда она только появилась. Ее тогда в Мишке принес Майкл. BGC Москву играли. Да, в БГЦ, как бы мы тогда сидели, играли. Это там, Он молодой еще был тогда. Это все восхитительно, там все восхитительно. И оформление, и механики, и все на свете. Надо достать, переиграть, за что ты ее так. Слушай, я знаю, когда любишь сильно, то начинаешь искать какие-то вот изъяны, выкапывать их. Боишься перехвалить. Боишься перехвалить, да. Если это любишь, фигня. доказы. Он все врет, я не знаю, там нет никаких изъянов. Нет, там согласись, нет Deluxe ей можно сделать, да? Ну да. Дим, И будет Конечно, вообще. А ты не играл в Gloom? Который Heaven? Которые вырви глаз, что ли? Это такие прозрачные карточки, накладываются одна на другую. В общем, там смысл в том, что тебе нужно избавиться от своей семьи, и ты должен их извести, и чтобы они болели, изо всех сил болели. Просто они страдали, чтобы... Жень, мы в такие игры не чем играем. сильнее, Почему? Я играл в игру, которая называлась Red Tavern, или как она называлась? Таверна. Как-то по-другому она называлась. Да, что-то с таверной. Bloody Inn она. Да. Bloody Inn, Ну, там кровавая надо таверна. постояльцев это, потом... Да. Тебе бабушку надо напоить, а там нужно бабушку в могилку, чтобы она прямо... А другим игрокам, наоборот, лечить этих... Напоить бабушку, это он так. Я не знаю, почему он это привел. Там замечательные вещи. Там они в гольф играют. Там какие-то беседки. Слушайте, бабушку в общем, напоить все-таки лучше. Там все очень красиво. Почему напоить-то сразу? Ты не то понял. Чаем. Я, понимаю, не играл в нее. Чаем. Ладно. И немножко ядика. Ладно, давайте. Давай, Паш. Мое 4 место. У меня на 4-м месте детективы. И из детективов, я часто много играю в детективы, в них, к сожалению, не поиграешь по второму разу. То есть вот все, можно поиграть, вот если память, да, такая девичья, плохая, где-нибудь лет через 10 можно будет поиграть. Но пока вот то, что последние годы я играл, переиграть нельзя. И какие-то выходили, вот постоянно следствия выходят, хорошие игры. То есть у меня в шорт-листе вот эти какие-то следствия, какие-то очень я люблю маленькие колоды элементарно. По-честному, наверное, должна была бы быть на 4-м месте у меня Eastbrook Hills, да, наследие Eastbrook Hills. Но я в нее играл не в 25-м году, я в нее играл раньше, поэтому я тогда не снимал топ, в прошлом году уже мы не делали топа, и поэтому, мне кажется, она незаслуженно не попала, поэтому я ее упоминаю. Наследие Eastbrook Hills, она сейчас вышла, она там разослана, я не знаю, можно ее купить в магазине, нет, скорее всего, можно. То есть это восхитительный детектив, и он должен был быть на этом месте, но чисто технически я не могу его включить на первое место, поэтому я включаю другую игру, детектив, того же самого автора, Сергея Миневича, я снимал на нее обзор, это маленькая коробочка, называется Quiet Bell. Короткий детектив, он очень быстро играется, буквально там что-то типа... Суммарно, по-моему, часа 4 вся эта коробочка проходится. Она очень красиво выглядит, очень хорошо оформлена. Как я помню, Рома сказал, мы цену не обсуждаем. Вот, для такой маленькой коробочки там, цена какая-то такая достаточно приличная. Но игрушка отличная, и если вот вы ее попробуете, а наследие Eastbrook Hills еще не попробовали, то имейте в виду, что вот эта коробочка — это пробник наследия Eastbrook Hills. Ничего рассказывать про наследие нельзя, к сожалению, потому что будет спойлер, потому что детектив, потому что там целая история, и поэтому я рассказывать ничего не буду. Можно посмотреть мой обзор, там нету никаких И скорее спойлеров. всего вам повезло даже. Что рассказывать нечего.
Да. Ты же любишь нарративные игры. Да. Пашка в можно- нарративных играх просто Да. как рыба в воде. Ну хорошо. У тебя, Очень люблю, у как тебя- ты рассказываешь. у тебя было уже 4 место, значит сейчас мое 3 место. Согласен. Мое 3 место, я зачитаю шорт-лист, он достаточно большой, я его поэтому зачитаю с телефончика. Шорт-лист, а потом скажу, какая из этих игр все-таки попадает на 1 место. Значит, вот 3 место у меня это семеечки. Я люблю семеечки, я люблю играть с детьми, я люблю играть с женой, ну вот как бы, я люблю уютную домашнюю атмосферу. Значит, игры следующие. «Вся жизнь». Она уже, к сожалению, не выпускается. Такая CV она еще называлась, если кто-то помнит. Потом игрушка «Домик». Такая маленькая семеечка, где нужно, значит, при помощи карт себе строить домик. «Новые римляне». Это достаточно свежая игра. Она как бы не кооперативная, она такая достаточно конфликтная. Вот, но она очень простая и очень быстрая. Еще одна игра «Redwood». Это тоже достаточно свежая игра про фотографов. Это, значит, очень красивое оформление, там такое поле и минки фотографов. Значит, эти фотографы бегают по лесу и фотографируют животных так, чтобы другой фотограф не попался в кадр. Очень любопытно, значит, это все. И последняя игра Subterra. Ну, это вы помните, это прям старье жуткое, наверное, да? Жуткое старье. Ну просто не знаю, чё, даже ей как лет ты 10. назвал такое Да? старье. Не, меньше 10. Меньше Я 10. думаю, лет 7. Да. Нет. Лет 7. Саптеру-то мы знаем. Subterra, да, с дополнениями. Вот тоже хорошая кооперативная игра для того, чтобы по-семейному поиграть. Самый маленький не поиграешь, конечно, потому что... Проиграешь, скорее всего. Ну там, да, она достаточно сложная. Вот. И теперь, собственно, когда я все это дело озвучил, я скажу, что на 1 место из всего этого дела я поставлю Subterra. Ура! Да, вот. И тогда еще раз чуть-чуть подробнее про нее. Это как бы игра, которую, конечно, хрен достанешь, по большому счету, но поиграть в нее очень приятно. Это подземелье, которое выкладывается случайным образом каждую игру. И все, кто сидят за столом, они приключенцы и должны все вместе выйти обязательно. И поэтому вот там появляется то, что я наиболее ценю в семейных играх, должен быть уровень взаимопомощи, взаимовыручки. Когда, значит, вот ребенок должен тебе помогать спасать папу, папа должен спасать ребенка. И вы, значит, вот все вместе. Когда я играл дома, что... Да у Димки такой начинает себе представлять, что ты там наговорил. Папа, это там мышка за жучку. Кстати, Паша тут напел чуть-чуть, не обязательно всем вылезать наружу там в правилах. Ну, мы играем так, что обязательно. Если хотя бы один вылезет, то это тоже победа, но... победа всех, но да. так себе победа, на Ну самом там, да, там как бы, если все 3 вылезли, то это золотое там типа место, Да, если один не вылез, то серебро там, если да. Да. Ну, есть такое, да. Есть такое. Ну вот, Subterra. Семеечки у меня на 3 месте. Ребята, увидите Саптеру в продаже, берите. Я думаю, Потому что только срок. издательства уже не существует. Да, очень жалко. Хорошая игра. Ну, если не сможете достать Subterra, я назвал там еще 5 хороших игр, они все вот где-то там. Димуль, у тебя 3 место есть? А почему это мы в противоположную сторону пошли? Что ты все против часовой стрелки Жень, крутишь, а? Жень, скажи, а у Против тебя коллектива. А у тебя 3 место А есть? вот Он оно. все время разворачивает против часовой стрелки. 3 вот это. место. У меня игра, которая зашла, наверное, не по объему, там, не по содержанию, а скорее по количеству партий, сыгранных в нее за какое-то количество времени, скорее даже за месяц. Это было... В общем, я ее таскал, и в нее постоянно хотели играть, потому что она очень простая. И тоже азартная. Я люблю азартные игры, оказывается. Да ладно. Замусолил коробочку, в общем. Да, замусолилась коробочка, причем она скорее уже и не одна была. Игрушка называется «Все на борт». Очень маленькая карточная игрушечка, где у вас есть кораблики и одинаковый набор животных, которые очень хотят куда-то переплыть. Ну и, соответственно, у кого-то есть какие-то свойства, а какие-то животные просто тяжелые. У каждого животного есть вес. А на кораблике написано, сколько этот кораблик принимает
в вес, там, например, 18, ну, я не знаю, сами придумайте, там, килограммы, тонны, это не важно. Смысл в том, что у вас есть 3 круга, вы в каждый по одному животному выкладывают на кораблик, вы можете выбрать любой кораблик, у вас только ограничение в том, что нельзя больше 3 животных на один кораблик. И первый круг вы в открытую кладете, а второй круг вы животные в закрытую кладете. И вы не знаете, какие там пакости подготовили, сколько вес. И там можно запросто перелететь на соседний корабль, утонуть. Ну, в общем, очень сильно азартно. Я не буду рассказывать правила этой игры, как будто бы здесь речь не об этом. Мне кажется, ты уже их рассказал практически. Ну, рассказал, наверное. Но еще, если, в общем, корабль не утонул, то животное вам приходит, и на нем есть победные очки. Все, вот теперь рассказал. Игра... Я думал, хоть какая-то интрига будет. Игра на победные очки, Паш. Евро? А еще иногда в некоторых компаниях играем очень неприлично. Там есть, если на кораблик попадает 2 животных одного типа, ну, например, 2 обезьянки, им выдается карточка любви. И как только эту карточку любви не называли, боже мой, что они там ну, пояснения были некоторые. Ладно, 18+, Паша. Да, нет, 18+ не будет. Они просто дружили, там, собирали ромашки. Да, хорошо, карточка дружбы. Да. При этом никакие другие свойства на них не действовали, потому что они занимались дружбой. Быстро хором сказали, Да. чтобы он, не дай бог, что-нибудь другое не сказал. Ну ладно, 3 место уже не дам. Засчитано. У меня 3 место очень скучное, попсовое, в целом даже почти предсказуемое, правда некоторые могут сказать, почему не на 1. Это Ark Nova. Да. Интересно. Вот. Хорошо. Евро такой умеренной комплексности. Многие считают, что вот в ней очень интересные механики. Ну, скажу честно, для меня они не очень интересны, потому что у нас по факту Ark Nova, да, это такая сборная солянка, гибрид из того, что уже было, да. Да. Выбор действия, это мы видели, триггер окончания игры, это мы тоже видели, эффекты все эти карт, это все были. Но вот это вот все очень классно вместе все скомпоновано. И отлично играется, получается удовольствие, опять-таки с планшетиком, как мы работаем, да, строим свой вот этот зоопарчик, развиваем его потихонечку. Очень приятные впечатления от игры. Играется, люблю, ценю. Ark Nova рекомендую, у кого еще нет, хотя вряд ли есть евроигрок, у которого нет Ark Nova или нет хотя бы он знакомого с поиграл Ark в Nova, нее, да. Либо Поэтому поиграл, именно либо по есть. этой причине очень скучное место, что все эту игру уже знают, многие уже в нее играли. Но почему обязательно в топе должны быть какие-то супер новинки? Это точно. Не обязательно, главное, Ark хорошие, Nova. любимые игры. 3 место. Ark Nova. Мое 3 место – игра, которая называется «Поколение книга Свор». И эту игру мне Юрка разрекламировал и все уши прожужжал еще, наверное, в конце 2024 года. И вот в 2025 году я в нее поиграл, сел с завышенными ожиданиями. И это тот редкий случай, когда завышенные ожидания оправдались. Наконец-то люди сделали настольную игру, в которой просто офигенно работают механики взаимодействия с локациями и предметами. Как на компьютере, то есть ты нажимаешь кнопку, а оно загорается, там в тебя выстрелили, у тебя рана. И все это работает на квадратных карточках. То есть что-то происходит, вы переворачиваете, и там все меняется в зависимости от того, что только что произошло. Я поиграл в эту игру соло, прошел полностью от начала до конца. Ты за всех 4 играл? Да. Ну, понятно. Да, что, Ну, на самом деле, да, нет никаких проблем. Я готов прямо сейчас опять начать критиковать игру, потому что люблю критиковать игры, которые по-настоящему полюбил. Мне категорически не понравилось развитие сценария где-то начиная с середины игры. Я бы предпочел, чтобы все было как-то попроще. Они там углубились в какую-то, туда, куда, то есть слишком все это стало сайфайное, слишком все это стало какое-то... Вылетело слово из головы. Ты не спойлери раньше времени-то.
Ну, там же все-таки история. А я, наоборот, хочу людям Чтобы не взяли, не давать... зато не Знаешь, может расстроились. быть, это и неплохо, если он сейчас спойлернет, потому что лично меня под поколение пока немножко отпугнуло первым сценарием. В нем был очень скучный по именно своей истории. Да ладно, нормально все. А я Всё очень по той же живенько. самой причине, по которой я критикую игры, я хочу дать людям заниженные ожидания. Ребята, попробуйте поколение книга Свона, и пусть для вас сложится другое мнение об этой игре. Я имею в виду, вот, что касается самого сценария. Механически игра просто гениальная. Ребята молодцы, и авторы игры. И я очень жду, что они не бросят эту идею, что они будут развивать и на этой механике будут делать какие-то новые вещи. Как показывает вот эта первая игра, они умеют удивлять. И я очень надеюсь, что если они же делают что-то новое, то это не будет просто на тех же механиках, но какой-то другой сеттинг или что-то еще. Они умеют придумывать штуки. И с этой механикой, я думаю, что в хороших руках, с хорошим умом эту механику можно развить во что-то по-настоящему интересное в каких-то других играх. Потому что, знаешь, даже не меняя эту механику, и на ней можно прекрасно рассказывать про другие истории. Да. Ну, можно рассказывать другие. Да. На самом деле, там богатая механика. Здорово, что они это все придумали. Я надеюсь, что буду ждать с нетерпением, когда что-то появится новенькое. А если вы не пробовали поколение книга Свона, я вам искренне завидую. Попробуйте, игра вас удивит местами очень сильно. Я тебя сейчас научу, как нужно правильно критиковать игры. Нет там никакой идеальной механики. Но на самом деле все части того, что там есть, они уже были. Может быть, это не было ровно в таком составе, но там переворачивающиеся карты, там это было. Там, где ранки, там какие-нибудь действия те закрывают, это тоже было. То есть всякие составляющие того, что там есть, они все присутствовали в разных играх. И поэтому, по большому счету, волшебного ничего нет. Поэтому вот занижаем ожидания, ничего там нет волшебного, это действительно крепкая, хорошо сделанная игра. История кому-то понравится, да, я не знаю. Ну, в общем, про историю что говорить? Дим, ты все равно забудешь. Забудет что? Ну, кстати, через месяц. Кстати, вот тут сложно будет. Вот тут сложно будет забыть. Нет, я сыграю с удовольствием с кем-нибудь, просто посмотреть на реакцию того человека, с которым это все будет согласен, происходить. что на этой механике можно штопать истории просто со страшной. Ну, вот на этом, на собранном, да, на этом, на всем просто вот. А я могу еще кучу историй со своей стороны объяснить, что меня по-хорошему удивило в этой игре. Да, вот эти вот все переворачивания были, но в тех случаях, в тех играх, в которых это уже было, это все выглядело немножко притянуто и немножко фидлингово, и немножко как бы просто ради вау какого-то эффекта. А тут оно работает, и причем работает практически на каком-то интуитивном уровне. Ты практически сам понимаешь, ну да, тут произошло, я перевернул. Я понял, что мне эти человеки напоминают. Помните, Ты на лампочке в показываешь. далекие советские времена были такие картонные человечки, которых можно было одевать. Надевать на них, значит, Да, эти одежку самые, менять. загибать одежку, менять. Вот эти вот 3 карты, выложенные вертикально, они напоминают вот такого человека, которого можно передать. Вот, можно оставить прям всех их там, все вот эти вот персонажи, можно их оставить, и к ним просто выпустить новую колоду с новыми приключениями. А вот их новые приключения. Я вспомнил еще один минус у этой игры. Художник, который... они же не наняли художника, они сами все нарисовали, Да, авторы я не этой знал. игры. Да, они сами все нарисовали. Лучше бы они наняли художника, реально. Особенно человека, который умеет лица рисовать. Ну, есть такой момент, да, немножко. Все, у Ну меня ладно. все. А второе место у тебя есть? Есть. На втором месте у меня вообще уникальный случай. Купил я себе игру. Уникально. Уникальную игру. Уникально. Купил ее, и в душе скреблись у меня кошки. Вот игра-то классная, но никто в нее со мной играть не захочет. А в соло в нее играть, конечно, можно, но это такие костыли, ну его Я нафиг. даже знаю, что это за игра, наверное. И даже как-то привез я игру на один из кемпов, ну, со мной И поиграли. никто не сказал, Нет, поиграли? мы поиграли, очень много было таких моментов, что ну как-то долго, все это как-то сложно, что-то как-то непонятно. Я что-то совсем раскис, и даже было подумал игру продать. А я даже знаю, какая.
Думаю, ладно, продам эту игру, пусть наслаждаются этой хорошей, классной игрой люди, которым больше повезло с тем, что они могут найти себе хорошую компанию, которые готовы будут во все это играть. То есть просто рыжая опять. И тут случилось чудо. Я, Не успел еще продать. мой друг Денис как-то в чате написал, давайте-ка мы встретимся вот в очередной раз, у меня свободный выходной, и Димка как-то говорил, что есть у него игра, какая-то такая странная, вот, пусть он ее принесет, покажет. Я такой, Station Fall, что ли, принести? Я думал, вот это Они другой такие, дом. они такие, ну да, давай. Я такой... И я начал набрасывать вот эти вот возражения. Говорю, ребята, правило часа на 2,5. Вы готовы? Такие, нам пофиг. Они такие, да, нормально. И я говорю, Олег, я в нее играть не буду. Я уже играл. Я в нее играл, и что-то... Нет, он потом, это уж когда мы встретились. Я говорю, ну да, а почему ты не будешь? Он говорит, я считаю, что в эту игру нужно играть только с теми людьми, которые уже в нее поиграли и понимают вообще, что происходит за столом. И я такой, ну ладно, ребята, я вас предупреждал. Принес эту игру. Мы сыграли первую партию. И ребятам понравилось. Была классная дичь. Да, Ромка тоже был с нами. Мы решили тут же, ну это вообще уникальный случай, в Station Fall сыграть 2 игры за один день. Причем одному из нас надо было улетать. Да. Во второй партии Олег присоединился, потому что он увидел, что все уже знают игру, можно играть смело. Ладно, да, и вторая партия прошла еще лучше. И по итогам партии общим нашим составом было принято решение играть в эту игру периодически. А это то, что надо для настоящего задротного настольщика. Это когда твоя любимая игра принимается очень тепло в твоей игровой ячейке, и ребята готовы в нее играть. Теперь пару слов непосредственно об игре Station Fall. Station Fall — это пати-гейм для настоящих настольных гиков. Вообще, для любых гиков, в принципе... Новичков не посадишь. Новичков точно не посадишь. Похихикать получится только над какими-то историями, которые происходят за столом. Так это же прекрасно. Да. Я помню, как моя тетка ходила и всех била. Никто не понимал, почему. В общем, да, опять же, в правила вдаваться не буду за рамками этого видео. Если вдруг вы не слышали про то, что такое Station Fall, изучите эту игру, обратите на нее внимание. Она у меня вот попала вот в этот мой список игр, в которые я буду играть периодически, чему я очень рад и счастлив. А мы переходим к второму месту, о котором расскажет Паша. Что у меня насчет второго места? У меня есть второе место. На втором месте у меня евроигры. Наконец-то. Сложные, комплексные, не очень комплексные. Ну, в общем, скажем так, в нашей терминологии продвинутый хардкор. Да, вот такие вот евро. Я опять же таки зачту шорт-лист, а потом скажу, какая игра, на мой взгляд, выигрывает у меня. Значит, не на первом месте, а первое в списке, я по алфавиту их ставил. Брюгге, это потому, что вышел Гамбург сейчас, вот эта самая серия игр Фельда, а это переделанная Брюгге. Можно я тут тоже угадаю? Unconscious Mind. Слова говорит, да. Значит, Брюгге, Бессознательная, Монастериум, Пенумбра и Трикерион. Я угадал. Вы можете делать ставки. Трикерион. Да, у меня много лет был в топах Трикерион на первом месте, на втором месте. Да, но на самом деле, так по-честному, в Трикерион я играл меньше в 2025 прошедшем году. Вот. И как бы, вот на мой взгляд, Бессознательное, оно некоторым образом заменило Трикерион. Очень хорошее оформление, очень красивая игра, очень умная, отлично оформленная. Ну, в общем, это очень комплексная, хорошая евро, тяжелая. Ну, конечно, да, с новичками не поиграешь, но как бы комплексные евро, они не для этого. Вот Бессознательное на втором месте. Прекрасно. Видимо, сейчас у меня второе место нужно быть. Вы сегодня догадливый, Евгений, как никогда. Итак, у меня тоже игра, которую мне посоветовал Юрка. Он мне написал, по-моему, вот эта игра твоя. И я в нее поиграл и сказал, что точно моя. Она, раз, красивая,
Не буду говорить, что она азартная, но там тоже можно поднакидать друг другу достаточно. Она уже у ребят была в предыдущем топе. Я не буду далеко ходить. Это Forge Flame, где у вас персонажики крафтят какие-то кристаллики, но там это руда разного цвета, и с помощью этой руды вы должны в кузнице выковать какое-то оружие. Главное, что они с собой таскают по полю. Да, она безумно красивая. Вот когда у тебя персонажик несет физически в руках 2 кристальчика, и это все, что он может нести, потому что у него места под эти кристальчики вот только вот... Потому что у него лапки. Нет, а у другого, например, он в бороде несет, и один только несет. Там у кого-то в пачке. Там есть чувак с телегой. Да, кто-то... Ну, в общем... Умилительно. Я в нее играл только пар на пару. Мне это понравилось еще больше, потому что вы взаимодействуете со своим партнером, у вас какие-то комбинации. Стоит ли говорить про нее слишком много? В предыдущем топе ее... Не стоит. У меня, я, может быть, ответил, что она может очень понравиться любителям кланка. Ну, я бы не сравнивал кланк, они вообще не сравниваются. Я не знаю, зачем его сравнивать с кланком. Основная идея в том, что ты ходишь в подземелье, ты что-то собираешь, ищешь. Ну, там кланк — это чистый колдострой, а здесь... Ну, колдостроя здесь нет, конечно. Да, но не важно. Дух игры, дух такой общий, атмосфера. С этим я согласен. Но она злее. Да, наверное. Ваше взаимодействие больше, потому что вы можете толкать других персонажей, вы можете отжимать кристальчики, ронять кристаллики. Ну, в общем, много что вы можете там перегораживать, там стены, сквозь которые ты не пройдешь, или пройдешь, но тебе нужно потратить лишние действия. Ну, в общем, Forge Flame — это мое второе место в этом году. Почему тебе так нравятся злые игры? А это не злая игра вообще. Она не злая. На взаимодействие, с конфликтом. А я знаю почему. Женя на самом деле в жизни очень добрый человек. И никогда ни с кем не конфликтует. Ну, надо ж поиграть немножко во что-то злое, да. Похрюкал бы, да. Кто еще не сказал свое второе место? Это Рома. Второе место. Игра, за которую, скорее всего, меня будут бить зрители и, возможно, даже ногами. Во-первых, у нее есть определенное количество хейтеров, которые ее даже игрой не все считают. Ну, естественно, за то, что могут бить за то, что она обошла Аркнову. Ну, это... Что-то мафия, что ли? Я даже не знаю. Подожди, Монополия. Подожди, не торопись. Это Евро? Нет. Это Амери? Нет. Это Пати? Это Каркасон? Ближе к Пати. Уна? Очень близко к Уна. Я знаю! Flip 7! Да, Flip 7 ворвалась в мою жизнь неожиданно, не могу сказать, что случайно, покупалась она, безусловно, специально. Мне было просто интересно, почему она так прет за рубежом, и при этом у нас в стране как-то о ней вообще никто не гугу. Нифига, Рома. Да нет, ну вот у меня почему-то никто о ней. Вот, я заказал, она приехала, я попробовал, и я понял, что это, вот не побоюсь этого слова, это гениальная игра в плане гейтвея. То есть более что-то лучшего гейтвея я не могу представить. То есть если вернуться назад, условно, там лет в 10-15 назад, во времена зарождения BGC, даже не Москва, а еще вообще BGC, то вот Даня Королев, он бы стал бы, мне кажется, диким апологетом этой игры. Это вот то, что квинтэссенция, что ты с собой носишь коробку, в любом баре можно подсесть к любой компании, любой возрастном, в любом состоянии алкогольного опьянения, сесть и играть. И они сразу будут играть, причем в первую партию. Это вот игра, в которой, как говорю, сейчас мы сегодня будем играть, но правила я вам рассказывать не буду. Поймете сами. Вот она просто гениально по своей сути, дает азарт, дает эмоции, играется быстро, играется моментально. Но многие, да, не считают ее игрой, потому что, безусловно, конечно, огромная доля везения, безумная. Это чистый push-your-luck. Да, можно считать карты. А ты расскажешь, что делать-то надо? Ну, давай немножечко расскажем. Карты, циферки. Даю Жене шестерку. Говорю: Женя, сколько шестерок в колоде? Он немножко думает, говорит: наверное, 6 карт. Я говорю: молодец. Я умный.
Говорю, вот если я тебе сейчас вторую карту открою шестеркой, ты из раунда вылетишь. Будешь брать карту? Буду. Открываем ему 12. Ты не вылетел, ты молодец. И вот так мы по кругу сдаем карты, пока у какого-то из человека не выпадет того же, который у него есть. В этом случае он раунда вылетает. Человек может всегда сказать стоп, и те циферки, которые перед ним лежат, это его победные очки. Ну и дополнительную прелесть игре создает то, что есть карты с эффектами. Например, вылетает тебе карта 3 подряд. Но самое приятное, что ты ее используешь не на себя, ты ее можешь дать любому игроку. Ну и на себя тоже. Ну и на себя тоже. И вот таких карт есть там штук 3 или 5 или 6 с различными эффектами. Быстро, азартно, легко. Дети, взрослые, пенсионеры, кто угодно. Вот всегда помещается в кармане. Прекрасная игра. Flip 7, Gateway. Безумно идеальный. Обожаю, рекомендую. Да, стоит вышаркнуло. Неожиданно, да. Рома, я думаю, что это влезет в твой топ на следующий год. Потому что они уже придумали не дополнение, а следующую коробку. И там дополняются 2 карточки, по-моему. Стащи карточку и сбрось карточку. Прекрасно. Надо брать. А на тему того, как она там распространена в России, это можно определять по тому, как продаются или не продаются левые пиратские копии на всем известных маркетплейсах. И если к игре продаются, а к Flip 7 продаются, то, соответственно, она, значит, у нас Я просто так не очень вижу в популярностью. каких-то таких отчетах, знаешь, вот так вот. Люди про нее не очень в чатиках любят говорить. Может быть, стесняются. Скорее всего. Это как все слушали «Ласковый май», но все стеснялись говорить о том, что они слушают «Ласковый май». Я, кстати, Корова 666. я в подтверждении Роминых слов могу сказать, что недавно ездил в отпуск за границу к своим родственникам, и я с собой взял в подарок Flip 7, вот, привез, и мы сыграли в эту игру за столом несколько партий, в том числе и в компании людей-иностранцев, которые, не говорят по-русски. В эту игру не надо говорить на каком-то языке, там все на цифрах, и так все понятно. Вот, так. У меня похожая история была, я продвигал гонки ежиков в Германии. Я показал немцам. В общем, в результате я подарил им ту игру, которая была у меня с собой. Потом они попросили им еще прислать. Я им прислал еще пару коробок гонок ежиков. То есть гонки ежиков пошли в Германию захватывать. Дилер ежиков. Да, Класс. есть такое. Со вторым местом мы закончили. Начинается все самое главное. Да, Место похоже, номер 1. начинается с меня. Да. Первое место. Евро. Кнова же была уже. Была. Умеренно комплексная. С очень необычной для евро игр темой. Безусловно, она все-таки занимает первое место. Она, на мой взгляд, прекрасно оформлена. Коричневый цвет. Не моря и не океаны. Ужас какой. Хотя, почему бы и нет, все тоже. Бездна. Я знаю. Про Котмот. Да, Да. это сети. Я не очень помню, как там дальше потом на английском, там тоже сложные умные слова идут. На русском что-то будет в поисках неземного разума, наверное, вот так он быть. Еврокосмическая стратегия, в которой мы играем за исследовательский институт или корпорацию, не суть важно. Наша цель — найти что-то внеземное. И в этой игре мне очень нравится сплав того, что мы делаем на поле, у себя на планшетах. Это прокачка личных планшетов. Это наша Солнечная система, она же движется. Так вот в игре она будет двигаться вместе с планетами, вашими зондами, которые вы там запускаете. Вы будете с этими зондами летать на другие планеты, другие спутники, там высаживаться, искать какие-то следы неземной жизни, микробы, еще что-то, обрабатывать эти данные. И в игре есть такой еще очень приятный элемент неожиданности. В начале партии вы случайным образом выбираете какие-то 2 неземных формы жизни и не знаете какие. И постепенно они будут открываться. И вот когда одна из них вскрывается, это будет влиять на игру. Она прям, не могу сказать, что кардинально меняет правила игры, но она вносит новый элемент, который будет влиять теперь на ваши действия, на те очки, которые вы хотите заработать. Возможно, у вас прям что-то появится. Есть такой вот замечательный объект, насколько я помню, вот первый объект в нашей Солнечной системе зарегистрирован нами, который прилетел вне Солнечной системы. Извне. Да, вот он называется дурацким словом «Аумуа». Надеюсь, я правильно это произнес. И вот Да, вам очень прям дается похоже. плашечка, которую вы присобачиваете на поле. Она теперь тоже
присутствует в вашей вселенной, туда можно летать, это все дело исследовать. Единственный минус в этой игре лично для меня, да, что многие теряются в ней. Правила простые, то есть для комплексности этой игры реально простые правила, их достаточно просто донести, но люди не понимают, о чем мне делать. То ли искать сигналы, прилетающие из глубокого космоса, то ли запускать зонды, летать к другим планетам, то ли прокачивать свой планшет. То есть очень много вещей, в которых вы можете развиваться и в которых вы получаете очки. Вы очки там получаете вот постоянно. Это такой вот, там больше 200. То есть набираете здесь 2, здесь 2, здесь 4, здесь 2. И глаза разбегаются, такие, я все хочу. А еще карты разыгрывать можно. А карты тоже это действие. Причем каждую карту это тоже 4 эффекта у карты может быть. Ее можно разыграть как действие, можно разыграть как второе действие. Там можно использовать для сигналов, можно использовать для доходов. И вот это все богато, красиво. Там еще в серединке такая солнце, естественно. Я себе купил маленький такой фонарик. Я туда его подкладываю, включаю, и солнце светится. Вот. Сети очень рекомендую для поклонников евроигр. Только единственное, что надо учитывать, что да, у нее есть определенная комплексность, и не, как бы, ну, может, не всем она дастся. Вот. Ребят, я уже в нее играл. Да. Вот. Ты нас очень сильно поиграл. Научил. Я проиграл. Ты проиграл? Да. А кто выиграл? У нас же досталась неземная жизнь, которая очки отнимает в конце. А кто Да. выиграл? Я как бы точно. выиграл, потом мне очки отняли, и я проиграл. А я выиграл. Я не помню, кто из нас. Да Женька выиграл. Женька всегда так. Сети. Первое место. Круто. Очень достойно, да, для первого места. Единственное, что, наверное, сейчас все подводные игры обиделись немножко, да? Чуть-чуть. Кстати, Чуть-чуть обиделись. ну тоже глубокий Ну вот я океан, тоже, глубокий потому что космос. все-таки тоже что-то да, есть в тоже этом. космос, такое. вода, там глубоко. Там Видимо, да, меня да, тянет глубоко. какое-то на исследование чего-то. Там неизведанно. Куда-то тебя Неизведанно, тянет. Куда-то да. тянет Рома постоянно. А у тебя-то первое есть место? Есть. Знаешь, куда меня тянет? Куда тебя тянет? Я знаю. Да. Мы город... Фу, извините, не в город, а... Мандруин мы. Меня тянет Ну-ка. кольцо отнести. К Роковой горе. Руин? Так уж получилось, что когда я увидел эту игру, ну, информацию о ней, что она появится, я был немножко, конечно, скептически настроен, потому что она построена на механике, которая, как мне показалось, совсем для этого сеттинга не подходит. Для сеттинга «Властелина колец». Но поскольку я огромный фанат лора Толкиена, его мира, я решился, купил. Тем более, что вроде компоненты красивые, поле большое, сеттинг для меня, ну, в смысле, механика для меня понятная. Думаю, надо попробовать. Попробую, может, подойдет. И это тот счастливый случай, когда игра зашла не только мне, но опять же в моей игровой ячейке, и мы получили массу удовольствия, играя в эту игру. Я еще не сказал, как она называется. Она называется Lord of the Rings Fate of the Fellowship. «Властелин колец. Судьба братства». Это игра по «Властелину колец», сделанная на механике пандемии. И это поначалу звучит достаточно странно. Но причем здесь механика пандемии Ну, как бы да. и «Властелин колец». Ну окей, можно себе представить. Но у меня было опасение такое заранее. Это хорошо, когда заниженные ожидания. Да. К этому мы уже пришли. У меня было опасение, что натянули сову на глобус, на вот эту механику. Да, да. Просто чтобы, вот известная всем франшиза, да, вот это Толкиена, да продастся. Да. Да сделаем что-нибудь, продастся. Оказалось по факту, что от механики пандемии осталось только вот это вот раскрытие карт, и потом их, то, что они оказываются сверху колоды вот этих плохих карт. Мгм. Но оно заиграло совсем по-другому. Оказалось, что эта колода показывает вам направление движения войск противника, и вам нужно на этой огромной карте за многим всем следить. И в этой игре такая куча фан-сервиса. Там настолько много всяких моментов. Они сделали вот это вот, потому что в книге было вот так. А вот здесь вот у этого персонажа есть такие способности. Ну как, почему? Да потому что у него по книге было вот так. Блин. Прикольно. И там куча всего. И компоненты классные. То есть это недорого-богато, когда там все из дерева или чего-то еще. Нет, ну там такая башня Саурона, которая одновременно является
башни для бросания кубиков, и кубики шикарные, и назгулы такие черные кругом летают. И назгулы черные, и кубики шикарные. Черный назгул. Что ж ты вьешься? В общем, мы периодически сейчас собираемся, играем в эту игру. Там сценарии, мы еще переиграли, дай бог, 10% всех сценариев, которые там есть. Вот. И да, я думаю, что в этом году заслуженное место первое в моем личном топе, потому что она дала массу эмоций мне, она дала мне массу положительных эмоций еще по той причине, что я вижу, как это все нравится моим друзьям. А это самое ценное в жизни, это то, ради чего существуют настольные игры. А еще это любимый Толкин. Я тебе честно скажу, она вообще у меня первоначально, возможно, даже попадала в топ. Я думал, что это будет наше с тобой единственное пересечение. Оно изначально в списке было, но когда начали прибавляться игры, она потихонечку все-таки вылезала из него. Я тоже играл с Дмитрием вот в ту игру, которую он сейчас расхваливал очень сильно. И как тебе? Мы в первую партию просто... Очень быстро слили, по-моему, да? Мы даже не слили, мы просрали. И такие... Как-то не парламентски. А я говорю, может быть, давай еще разок? Просрем. И Димка такой, как? Еще разок? А давай! Ну и мы, по-моему, там нормально все уже сделали. Ну, кстати, да, если уже возвращаться к тому, что хорошие игры надо бы неплохо было бы поругать, чтобы жизнь медом не казалась. У этой игры есть большой минус. Зачастую, как бы хорошо ты за всем не следил, за всем тем, что происходит на столе, может произойти момент, когда после часа партии в какой-то момент просто вылезет карта, на которой будет написано, что куча врагов пришло в одно место, и вы тут все сразу проиграли. Ну, случайность, она такова, да, бессердечная. Ну, хорошее первое место. Да, Паш. Мое первое место? Да. А у меня на первом месте категорию, которую я так уклончиво назвал «Амери и приключения». Ну, то есть это какие-то большие игры, чаще всего это компании, которые играются даже иногда несколько месяцев. И мы таких за 25-й год сыграли много, вот сейчас я их перечислю. Значит, была такая игрушка Hunter AD 2114, я снимал на нее обзор. Была, конечно, Osworn, верной клятве, да, там добавление Osworn, верной клятве. Была игрушка Fate Forge, Roleplayer Adventure был, и был Trudvang. Ну, там были еще на самом деле какие-то, но это вот я как бы озвучил основные, которые мы прошли там целиком кампанию. Какую ставишь? Не знаю. Я на Osworn поставлю. Так. Я вообще на это не ставлю. Он уже Сейчас шестая будет. проиграл ставку насчет пересечения. Да, я все уже просрал. Ну подожди, может быть, я сейчас назову специально. Да, давай. Я тоже скажу, что «Властелин колец». «Властелин колец», да? Которого я не называл. Нет, Класс! я свой. Класс, он, конечно, выиграет. Ты про свое. Все, я понял, извини. Вот, короче, из моего шорт-листа я сам лично выберу игру Hunters AD 2114. Почему? Ну, как бы, я не знаю, опять, это я как-то рекламирую свои обзоры, получается, все время. Я там ее и поругал, я там ее и похвалил, но суть, как бы, игрушки в том, что это не часто получающийся в настольных играх открытый мир. Когда есть возможность пойти туда, пойти сюда, у тебя, ну, практически нет рельсов. Это, как бы, настолько ценная вещь, когда вот эти рельсы завуалированы, говоря про Osworn. Osworn все отлично, но ты, блин, все равно на этих рельсах. Ты никуда ни влево, ни вправо не пойдешь. Ты вот из этого города идешь в этот город. Отличная игра, я как бы... Это шорт-лист, это как бы не вообще не первый попавшаяся. Это как бы все хорошие игры. Но Hunters, вот именно открытый мир, возможность... Тут здесь лежала коробочка Хантеров, нет уже, да? Ну ладно. Cool Tales вон там играет. Про это сейчас еще отдельно, да, скажу. Вот, и вот этот вот открытый мир, это я там в обзоре сравниваю с компьютерной игрушкой Fallout. Когда ты вываливаешься из этого убежища, и тебе можно идти куда угодно.
ты можешь пойти сразу куда-нибудь там вот в большой город, тебе там сразу какие-нибудь мутанты дадут по голове, и ты сдохнешь. И значит, и не надо ходить где-то здесь с краешку у себя возле своей базы, тихонечко подкачаться, развиваться, значит, там каких-то предметов себе накрафтить, что-то хорошо. Вот это офигительная вещь, открытый мир, и именно из-за этого вот Hunters у меня на первом месте. Класс. Я еще сразу дам спойлер на следующий год. Вот если в следующий год мы такие соберемся таким же дружным коллективом, у нас уже распланированы, прям лежат вот эти коробки Амери приключений, которые мы собираемся играть в следующем году. И я просто к тому, что я буду сравнивать в следующем году. Это будет Kinfire, Мидара, Спящие боги и Skulltales, который ты вот здесь вот увидел. Очень хороший. Помнишь, да? Очень игра? люблю. Очень тяжелый, но очень хороший. Ну, в общем, да, вот эти игры, из них я буду выбирать Амери игру в следующем году. Возьми меня в нее поиграть. Skulltales? Да. Ладно. Прохладно. Скажи свое первое место. А мне выпала честь закрывать этот топ. Вау. У меня на первом месте игрушка. Это колдострой. Ну все, нет, тогда нормально, ну все, ну топ удался. Всё. Нет, я поясню. Я давно отчаялся найти хороший новый колдострой, который бы у меня вот так, ну, это уже все там. Мне очень нравится, много чего нравится. Ну вот кланки мне нравятся. Мне нравится Underdark. Очень нравится. И мне, как я понял для себя, мне нравится колдострой, который с поляной, с полем, чтобы можно было карточками управлять что-то на карте. И тут мне неожиданно попадается игра, где роботы на поляне. Поляна — это арена, квадратное поле, роботы тузят друг друга, где урон, который ты нанес сопернику, Да. это твои победные очки. И это так прикольно. Азартно. Азартно. управляешь роботами колдостроем. Да, с помощью карточек у вас есть несколько ресурсов, соответственно, у вас есть... Давай, я название скажу. А название так... Ну ладно. Ну, в общем, если отвечать на вопрос Димки, то это робот-квест Арена. Арена. По релсам. Релсы, шпола. И, собственно, еще она играется парами. Поэтому это тоже круто. Вы играете вчетвером, пар на пару. Вы на этой арене будете друг друга толкать. Вы будете бить в ближнем бою. Вы можете чем-то кидать в дальнем бою. И изо всех сил будете тузить соперников. Но если вас убьют, это ничего страшного, вы просто восстановитесь в каком-то углу там, и поедете обратно, и у вас опять будет, например, там 5-6 жизней, которые у вас опять заберут себе в победные очки оппоненты. Вы будете выкладывать на поляну какой-то клей, в котором вас туда обязательно затолкают, вы оттуда будете плохо вылезать. И еще у вас будет выбор, либо ты подвигался, либо ты купил новых карточек. Еще там, конечно, есть некие перекосики по карточкам. Вот как Димка, поругать. Любимую игру надо поругать. Да. Там есть некие перекосики. Например, за одну монеточку можно купить карточку, которая тебе даст 3 жизнюхи, в морду даст и еще что-то. Ну, короче, дофига всего. Ее только 2 на 2 можно? Нет, по-моему, можно и... Просто дуэль. И да? дуэлиться Ну, тоже я можно. не играл, я по этому поводу... Ты 2 на 2 играл? Да, мы всегда играли 2 на 2, и у меня давно так не срывало, что я эту игру очень сильно хочу, и я ее сразу нашел, и вот она мне уже приехала. Ну, надо показать. Обязательно принесу. Мое первое место в этом году, точнее в прошлом году, это робот Quest Arena.
На первом месте холдострой, это нормально для Жени. Топ удался, значит, все хорошо. Ко мне еще Паша приехала... Америк тоже нормально. У меня евро. У меня Властелин колец. Все предсказуемо, все куплено. Ко мне еще приехала Ascension Inferno, но я в нее еще не играл, поэтому не знаю. Может быть, она бы тоже В следующем заскочила. топе про нее, возможно, расскажешь, если все будет Тоже хорошо. анонсик. Анонсик. Анонсики. Есть анонсики еще какие? Нет. Да кто же узнает, что в этом году будет, чем мы наиграем. Ну, когда лежат, понимаешь, коробки уже готовые, как вот не сказать. Точно ведь будем в них играть. Хорошо, что у нас еще нету топа событий, которые произошли за год. Да. Что, прощаться? Да. Думаю, да. Вообще считаю, что надо будет собраться в таком же составе. Прекрасно. Через год? Да. А у нас все равно туда не возьмут, там слишком сложные игры Там играют. крутые. О, Не просто. надо, дядьки большие, ну Да. их. Да, Мы да, лучше да. как-нибудь Мы между тут с собой. гирляндой посидим. Да. Своим Своим уютным, Дим, теплым похрюкай. с кота-лампой. Нет ее там, нету. Итак, мы рассказали вам топ-5 игр, которые зацепили нас в 2025 году. То, что нам понравилось, то, во что мы играли, может быть, больше всего, чаще всего. Нам очень любопытно, понравилось ли что-то вам из того, что понравилось нам, а может быть, что-то не понравилось совсем, и у вас мнение совершенно противоположное. Поэтому вы, конечно, сможете написать об этом в комментариях под этим роликом, согласиться с нами, не согласиться. Поставьте лайки или дизлайки. А там есть? Не знаю. Дизлайков нет, но лайки можно поставить. Лайки ставьте вот прямо сейчас. Играйте в настольные игры. И приходите к нам на стримы, не знаю, смотрите обзоры, поддерживайте нас, это всегда важно. Я предлагаю концовочку переписать. До свидания, друзья! А с нами были Паблито, Да ладно. Дима. Евгений. И Рома. Не, а что, это надо было говорить, что ли? Нет. Я что-то... Руками помахали, Помахали. Игорь, и на этом все заканчиваем. А почему нет-то? Да Да потому, потому что что... вначале уже все сказали. Да, Зачем вы это с были. вами были? Жмите кнопку красную обратно.